Всем большой привет! Вот такой короб у меня сплелся. Рисунок всем знакомый уже. Я плела прямой обратной веревочкой, 4 трубочками вдогонку. Сначала проплела 2 ряда веревочки из 3, верхнюю часть закрывала рядом также веревочки и загибкой, имитирующую веревочку из 3. В общем, все у меня получилось. Вообще обалдею от этого рисунка. Дно фанерное. Сама его вырезала, обрабатывала. В общем, все тут замечательно. И у меня все стороны моей коробочки, они равны. Около 30 сантиметров, там 29,7 миллиметров. В общем-то, этот чертеж, эти размеры я перенесла на бумагу миллиметровку при помощи карандаша и ручки, чтобы не пачкать плетение. Вот таким образом закрепила миллиметровку на бумажный скотч и расчертила. В общем, 12 стоек у меня получилось. Всегда очень важно, чтобы было четное количество стоек. Почему это важно? Ссылку я оставлю в описании, как и оставлю рисунок, который я плела. Узор, он есть тоже на моем канале. В общем, вся подробная информация, которая может вам потребоваться, находится в описании под видео. Как вы поняли уже, да, что мне не хватает длины трубочек для плетения крышки для моего короба. И у меня остались обрезки после загибки. Я их подставляю, проверяю, хватит ли для загибки, если что, мне трубочки, чтобы завернуть ее в плетение. В общем, тут все нормально. И я вот таких вот отрезочков сейчас выберу их из коробочки своей волшебной. Вот они все у меня. Конечно же, их нужно положить ровненько, чтобы увидеть, какая длина у них. Буду выбирать самые длинные. Но они примерно все одинаковые. Все остальное я выкидываю в мусорку. Так, беру пучок наших трубочек. Трубочки, кстати, у меня еще слегка влажноватые. Я их прокапываю клеем. Концы не подрезаю. И теперь мне нужно нарастить. Часто бывает, что кончики немножко повреждены и могут препятствовать наращиванию, поэтому их можно обрезать. Но можно не обрезать, я просто показала как вариант. Просто накручиваю друг в дружку. Если вдруг у вас обрезков нет, то вы можете брать новые трубочки, разрезать, допустим, их пополам и таким же образом наращивать друг с дружкой. Все вообще отлично получается. Такой способ мне очень нравится. Он незаметен в плетении и очень-очень удобен. Сейчас я вот показываю, как я это делаю. Просто вставляю и прокручиваю, как будто закручиваю туда саморезик или шурупчик. В общем, до упора, без особого сильных усилий. Вот они, мои 12 пар трубочек. И я сейчас буду крепить их к доске, да, при помощи малярного скотча. Отрезаю необходимые полосочки. И здесь я хочу сказать, что крепление стоек, в общем-то, я начала обычно по 2 креплю сразу. Но я решила крепить по одной, по той причине, что скотч я люблю, чтобы он сильно схватывал мою трубочку, в общем, фиксировал. И при отрыве скотча бумажного от полотна, да, иногда вместе верхний слой захватывается у трубочки, в общем, она становится непригодная. Чтобы этого избежать в дальнейшем, я креплю одну стойку, а другие стойки буду просто слева вот так вот прикладывать. И первые ряды проплету, зафиксирую их вместе с уже зафиксированными имеющимися стойками при помощи малярного скотча. Я здесь приблизила, видите, малярный скотч. У меня вот первая линия, по которой я буду ориентироваться, первый ряд выкладывать, чуть ниже, буквально на размер, толщину трубочки, чуть ниже фиксирую клеем. Вот. И трубочки, вот этот крайний ряд, который я не выкладываю, не заходя за линию, прямо около нее, я их разворачиваю вальтом. То есть нарощенная одна часть у меня снизу одной трубочки, у другой снаружи. И буду подкладывать слева свои дополнительные стойки.
с левой стороны. Трубочки мои выложены таким образом, что вот идет линия, одна трубочка ровно справа, другая ровно слева. Линия ровно-ровно посередине. И что я сейчас делаю, видите, я отрываю небольшие кусочки малярного скотча и натягиваю слегка свои стойки, которые я уже закрепила, как будто бы это у меня струны. Такой способ идеально подходит для плетения дна, которого очень длинные стойки. Когда они подсохнут, они вообще прям идеально стоят, особенно если их сразу парами крепить. Попробуйте, может быть, вам понравится. В общем, я решила это показать. Вот. Но когда они, конечно, одинарные, короткие, то можно этого не делать. Ну, в общем-то, тут у меня стойки уже высохшие. Я подставляю к ним и дополнительные. И сейчас буду приступать к плетению. Так, все выравниваю, смотрю и беру первые рабочие трубочки, кончики у которых обязательно срезаю. При выплетании дна я всегда так делаю. Более подробно о том, как плести, господи, слово вылетело, прямоугольное дно, есть тоже видео на моем канале, ссылочку оставлю. И вот сейчас кончик мягкий у трубочки я срезаю прямо, капаю капельку клея и заношу между первыми двумя стойками с левой стороны. Вот, и там фиксирую. Сразу фиксирую, потому что проплетать я всегда начинаю, подставляя рабочую трубочку под вторую стойку. Это делается для того, чтобы мое плетение, во-первых, сразу закрепилось, а начинаю со второй проплетать, потому что тогда по краям мои рабочие трубочки по крайним стойкам будут всегда выходить из-под стойки наверх, слева и справа. Такое возможно на четном количестве стоек. Чтобы получить четное количество стоек, нужно вашу ширину, да, ее разделить на нечетное количество, и тогда вы получите четное количество стоек. В общем-то, считаю такой способ очень удобным. Тут уже нужно вам самим выбирать, сколько стоечек вы получите. Я имею в виду расстояние между ними нужно выбрать, потому что, допустим, либо вот я могла получить 12 стоек, да, или 10. Тогда расстояние между стоечками было бы побольше. Вот довожу до крайней стойки. Она всегда норовит уйти влево. Здесь я немножко проминаю на высоту самой трубочки. И сразу делаю подгиб, завожу за следующую стойку. В общем, здесь сейчас у меня вот эти стойки, которые я немножко нарастила, подставила точнее, они пытаются выпрыгнуть. Стойки, конечно, начинают гулять. Плетение, самое главное, не зажимайте. Вот я показываю момент наращивания. Наращиваю за стойками и аккуратненько завожу за стойку. Очень важно ориентироваться по нашим линиям и не зажимать плетение. Вот я завожу аккуратно, просто прижимаю трубочку рабочую к полотну, да, делаю подгиб и снова завожу. Дошла до крайних стоек, подгибаю, видите как, и вот у меня трубочка, стойка, точнее, она уже, там вот видно, с левой стороны вправо пытается уйти. Поэтому, когда я делаю разворот, я слегка увожу ее влево, делаю промин, облегаю стойку и начинаю плести. Главное, чтобы все мои стежки лежали по уровню, да, не выходя этой линии и не меньше. В общем-то, четко. Вот, но очень сложно так плести, честно признаться, я сама еще совершенствуюсь в этом моменте. Поэтому, если у вас что-то не получается, вы не отчаивайтесь. Здесь нужно упорством и трудом этого всего добиваться. Я же вам показываю, как вот можно плести, да, чтобы облегчить себе жизнь. Надеюсь, что вы это оцените. И вот продолжаю плетение свое дальше. Снова дохожу до крайних стоек, они так и норовят идти влево. Я крайние всегда вот так вот потом малярный скотч убираю и слегка вправо и поджимаю.
Соседняя, предпоследняя стойка тоже уходит, пытается уйти влево. Я пока ее не трогаю, в общем-то, пока меня все, видимо, устраивает. Хотя я дальше, когда вы увидите, буду ее тоже малярный скотч убирать. В общем-то, нужно было сразу это делать, когда уже зафиксировала свои стойки. Простите. Вот, и я сейчас пытаюсь, но все-таки ничего не сделала. Вот, оставила все как есть, показать, какие моменты могут сложности возникнуть при выплетании данного дна, да, прямоугольной крышки. Все, тут, как обычно, все наращиваю рабочие трубочки и проплетаю аккуратно ряды. Снова дохожу до крайней, подминаю, завожу за следующую. Вот таким образом делаю наращивание. Специально в некоторых местах не стала это вырезать, эти моменты, чтобы вы видели, как вообще это происходит. Здесь очень нужно четко действовать, не торопясь, все время смотреть, куда что стойки не уходит, не уходит. В общем-то, ровненько все выкладывать. И вот здесь у меня опять возникает мысль этот скотч убрать, стоечку. Завожу за стоечку, снова проминаю слегка, прям не сильно, чтобы она аккуратно облегла мою крайнюю. Делаю подгиб. Смотрите, вот когда я делаю подгиб, особенно на крайних стойках, так как они норовят, допустим, да, вот правые стойки, они норовят уйти у меня влево. Я делаю подгиб чуть-чуть пораньше. Ну, если я вижу, допустим, что мне нужно стойку направить влево, то я ближе к левому краю делаю подгиб заранее. Если я вижу, что, точнее, нужно, чтобы она ушла вправо, я делаю заранее. Увожу ее вправо. Если вижу, что нужно мне стойку увести влево, то я чуть левее. Не посередине делаю подгиб, как положено между стойками, а чуть левее. И вот таким вот образом я ими манипулирую. Такое слово нашла. В общем, четко их направляю таким образом. Если я вижу, что стойка у меня ровно лежит, ровно зафиксирована, я ровно посередине, делаю надломчик и завожу свою рабочую трубочку. Ряды всегда проверяю, чтобы плелись ровно. Видите, у меня параллельные линии тоже расчерчены по всей длине, высоту. И по ним я ориентируюсь о степени ровности плетения своего. Это тоже очень важно. Так, вот, по-моему, сейчас все, я начну уже здесь этот скотч отдирать. Я поняла, что у меня не получится руками. И я просто вот так ножничками провожу вдоль трубочки. Обрезаю, освобождаю свой конец стойки. Теперь она у меня не фиксированная. Этим малярным скотчем, в общем-то, будет проще с ней работать. Я показываю, что такие нюансы могут возникнуть. Если вы именно при помощи, допустим, малярного скотча крепите стойки, то можно что-нибудь здесь и почерпнуть. Вот. Ну, некоторые на станке плетут, я не знаю, и там вставляют в картон. Вот, малярным скотчем мне работать очень-очень нравится, потому что я в любой момент могу его убрать, в общем-то, и поступить по-своему. Так, здесь четко рисую середину. Затем от этих середин снова нахожу середину. Мне же нужно крепление. Знать, где мои будут, где делать прорези в плетении. Вот. И я знаю, что вот этот проемчик, он должен быть не менее 2 сантиметров. Но я делаю, откладываю, в общем, от точек влево и вправо по сантиметру. И плюс еще там по паре миллиметров. Вот продолжаю плести. Еще проплела несколько рядов. Дошла до момента. Сейчас начинается самое интересное. Настя, не была бы Настя, но, в общем, так вот я всегда плету. Вроде бы тут все хорошо. В общем-то, тут я опять засмущалась. Мне показалось, что оно уже пора рабочую трубочку пора разворачивать, да. Там на самом деле ситуация называется не туда и не сюда была. И первым способом, в принципе, логичным, я подставляю дополнительную посередине трубочку, обрезок трубочки, и проплетаю. Но это для красоты, чтобы не сильно
большая была выемка, вот это пространство, где будет крепление. И вместе тут вот проплетаю с этой трубочкой дополнительно. Получается также у меня четное количество. В общем, все хорошо. И сейчас не поверите, я плела и поняла, что вообще мне такой вариант ну совсем не устраивает. Не знаю. Вот если есть чувство у вас, что вам не нравится плетение сразу, вот, ну вы чувствуете, что ну вот зря это сделано. В общем, поступайте вот таким вот образом. Друзья, это опыт. Это опыт, и никуда от него не деться. Такое случается, если вы хотите плести красивые, качественные изделия, стремитесь к совершенству, то без этого никуда. Просто плетение свое все убирайте. В общем, мне понравилась мне эта дополнительная трубочка. Очень маленькое расстояние было, и я что-то распереживалась, что вдруг крышка будет плохо открываться, и расстояние между стойками у меня очень маленькое. Ну, в общем, как-то вот так. Снова наращиваю и начинаю проплетать уже другим способом. То есть мне получается нечетное количество стоек, и приходится рабочую трубочку выводить под стойку. Перед стойкой завожу и потом под стойкой провожу. Вот так получается. Тогда вот эти виточки, они не очень хорошо укладываются, они каким-то винтом там закручиваются. В общем, тут нужно будет постараться, но так как витков здесь у меня немножко, я их буду делать 4, поэтому очень аккуратно стараюсь, обязательно слежу за вот этими крайними стойками. Последний и предпоследний, да, за которые вот делаю завороты, вот эти развороты. Развороты, повороты. Вот. И что, друзья, тут, короче, тоже меня что-то смутило. Я была смущена опять вот этим вот расстоянием. Мне показалось, что она почему-то ниже. И вы не поверите, что я сейчас сделаю. Вы уже догадались или нет? Ну, догадываетесь понемножку. В общем, я тут зависла, рассуждаю, что что-то тут не так, что-то мне здесь не нравится опять. И вуаля, Настя опять все начала расплетать. Я уже вам говорила, там, если вот я трубочку одну проплетаю, просто на камере этого так не видно. Проплетаю, получается выше от нужной линии, да, видите, какие я прочертила, ближе к своей стойке. В общем, получается не туда и не сюда. Но почему-то я смутилась. Я решила, что попробую по-другому. И это реально вот так вот я плету. Это реально мучаю свое плетение, мучаюсь сама. Добиваюсь нужного мне результата, потому что когда не очень часто плетешь такие вещи, то ты можешь просто забывать, как это вообще все делалось, и тут ничего не остается, как методом проб и ошибок, да, достигать самого лучшего результата. Вот и все. Поэтому такие моменты я оставляю. Я такой же плетун, как и вы, и тоже есть к чему стремиться, к идеалу, к новым возможностям. И, конечно же, своим опытом я делюсь с вами, потому что, ну, никак по-другому не получится достигнуть каких-то результатов. Есть такая пословица, в общем-то. Если долго мучиться, что-нибудь да получится. Вот. Еще со стоечками у меня проблемы, они туда-сюда гуляют. В общем-то, получается, что по высоте тоже в каких-то местах плетение ложится более плотно, в каких-то местах оно кто-то у меня уходит вверх или наоборот вниз. В общем, есть над чем работать, поверьте. Это очень тяжелый труд, и смотреть и говорить: ой, как у вас красиво получается. Спасибо, конечно, большое. Но я себя не критикую, ну, я критикую, получается, себя. Я знаю, что у меня здесь не идеально. Я знаю, что может быть идеально, но есть к чему стремиться. Просто это результат большого титанического труда. И вот таким вот образом, как бы критикуя постоянно себя, недовольство выражая над собой, вот, я себя ставлю в рамки и стремлюсь к самому лучшему, чего и вам желаю, конечно же. Есть плетельщицы и мастерицы, я видела, которые буквально через несколько там
пару месяцев начинаю такие вещи красивые плести. И это потому, что они очень сильно стараются. В общем, тут я сейчас рассказываю, что буду плести дальше. И теперь нужно учесть момент, да, от левого края нижнего нужно все замерить. Там у меня где-то 6 сантиметров, 1 миллиметр получился. И нужно, в общем-то, все отмерить, примерить, чтобы четко потом получить вторую выемку. Вот. Так, что-то тут я с линейкой все мучаюсь. Если, в общем-то, вы будете делать загибку, когда все проплетете, я быстренько вам скажу. Последний рядок тогда вам крепить не нужно, вы его просто распускаете. Последние самые ряды. Вот у меня сейчас ровно, четко перенесенный чертеж. И на одну трубочку, один ряд вы распускаете по краям и делаете там загибку. Я же этого делать не стала. Я вот сейчас опять, видите, зависаю. Что-то я вся в просчетах. Я не поняла, почему я это видео не вырезала. Видимо, для того, чтобы с вами поболтать. В общем, тут тоже не нужно ошибаться. Я просто распереживалась, что вдруг, если я буду делать, в общем, загибку, а как мне там все сдвинется, и я уже проплела приличное количество рядов, и на самом деле очень часто я не делаю загибку, просто обрезаю стойки, как вы сейчас видите, да, вот уже готово мое. Ну, конечно, еще не обработанная, слегка подсушенная эта крышка. Но я уже зафиксировала ее. В общем, я придумала крепление. Спешу с вами ими поделиться. Вот они съемные. В общем, смотрите, эти крепления на ленте липучки, которые я впоследствии декорировала. Они съемные, как вы видите, и это очень-очень сильно удобно. В общем, крепила нижнюю часть из жесткой, такой самой цеплючей этой ленты, а вторая у меня мягкая. Вот. Сейчас я вам ее покажу, как она выглядит. Если вдруг кто не знает, да, такая лента, застежка, я не знаю, используют ее в текстильной промышленности, и она бывает белого и черного цвета. Ну, по крайней мере, я в магазине такие цвета только видела. Декорировать можно и не декорировать, ну, в общем, показываю все как есть. Беру одну часть, которая самая жесткая, как репейник, да, вот, отрезаю. Здесь получается у меня где-то около 4 сантиметров получилось. Отрезала кусочек, запустила под последний ряд, под загибку вовнутрь. И у меня получалось 2 хвостика торчат снаружи и внутри, вот, которые я потом при помощи ниток черных еще раз зафиксировала, чтобы они никуда не делись, а мягкую часть я тоже отрезала, чтобы крепить снаружи на нее. Вот. Чуть побольше, конечно же, с учетом стоек. А вот у меня тканюшка, которую я использовала для декора. Это какая-то ткань для отделки, там стульев, не знаю чего, имитация кожи, это не кожа. Обратная ее сторона очень мягкая, как фланелька, я имею в виду внутренняя вот белая. И я ее приклеила, не прошивала, при помощи специального клея, который мне муж подогнал. Называет он его Космо-фен. Космо. Очень сильный клей, ну просто очень сильный, очень токсичный. Его прям нужно капельку-капельку. Очень аккуратно нужно с ним работать. Но я по привычке, когда вот клеила к одной застежке, прям что-то разошлась, нанесла побольше, и он, видите, проступил. Такой белесый налет остался. Но я думаю, что его можно будет убрать, если что, переделаю. И очень хорошо все держит. Он там нагревает. В общем, если попадет к вам на руки, не дай бог, он потом ничем не отдерется, никак вообще. И поэтому оставляет еще белые следы. Будьте с ним аккуратнее, если что. Но он вообще детали пластиковые склеивает. И вот я прикрепила свои застежечки. Крышечку, конечно, подставляю. Ой, красота. И аккуратно все фиксирую с наружной стороны. В общем, я такая счастливая, вы не поверите. Как будто я Америку открыла. Делюсь все быстрее с вами. В общем, какая красота получилась, неописуемая. На самом деле кожа там не клеит, этот клей. Если что, вдруг вопрос такой возникнет, можно любую другую ткань или что-то еще. И на этом я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Не забываем писать комментарии, ставить лайки. И пока-пока.